Привет, друзья! Этим видео я хочу продолжить цикл роликов о спектруме в разных уголках земного шара. И нет, сегодня мы с вами не отправимся фиг знает куда, как это было в прошлом видео на данную тематику, а поговорим о вполне себе европейской стране, стране бывшего соцлагеря и стране, где знали и любили спектрум. Или нет, вернее даже не так, не стране, а странах, и не о странах, где знали и любили спектрум, а о странах, где спектрум знают и любят до сих пор. Когда у меня появилась идея снять ролик о спектруме в Чехии, а именно о Чехии и планировалось изначально данное видео, то я, естественно, и начал копать информацию о спектруме в Чехии. Но не тут-то было. Оказалось, что сделать видео о спектруме именно вот в Чехии просто так не выйдет, так как словацкая и чешская спектрум-сцены, они довольно сильно переплетены и имеют общие корни. Поэтому в историческом разрезе ролик будет скорее о спектруме в Чехословакии. Как-то так. Начнем, пожалуй, с железа и поговорим о том, как же обстояли дела в Чехословакии в плане спектрумовских железяк. Ситуацию в этом плане мы имеем довольно-таки любопытную. Нечто среднее между Европой и СССР, что в принципе, наверное, было применимо к этим странам и в прочих аспектах, а не только лишь относительно спектрума. В общем, в Чехословакии, как и в странах Западной Европы, были доступны оригинальные синклеровские машины, и одновременно с этим, как и в Советском Союзе, в магазинах продавались и неофициальные клоны. Такая вот любопытная ситуация. И так как об оригинальных ZX-компах разговаривать в контексте данного видео смысла особого нет, спектрум он и в Африке спектрум, то поговорим мы о немногочисленных чехословацких спектрум-клонах. Кстати, многим советским и постсоветским спектрумистам эти клоны были очень даже хорошо известны своей софтверной составляющей, так как спековская прошивка Didactic Skalica присутствовала далеко не только на компах от, собственно, кооператива Didactic, но и в некоторых постсоветских клонах. Навскидку могу вспомнить Крымский парус, где некоторые машины шли именно с такой прошивкой, но он был точно такой не один. Но поговорим все же об оригинальных спекоклонах от Didactic. Пардон за каламбур. Слово «Скалица» — это, кстати, название города в Словакии, где, судя по всему, и располагался данный кооператив. Так вот, модельный ряд спекоклонов от Didactic насчитывал 3 машины. Это были Didactic Gamma, Didactic M и Didactic Compact. Вообще, деятельность этой конторы не ограничивалась одними лишь клонами спектрума, у них были и другие компьютеры, но так как в данном видео и на данном канале в целом мы говорим о спеках, то другие машины мы оставим за скобками. Итак, начнем. Самым популярным клоном спектрума от Didactic была модель Didactic Gamma. Я хз, почему она была самой популярной, но могу предположить, что как раз потому, что она была самой первой и максимально на тот момент актуальной. В смысле, спектрум в принципе был на тот момент более актуальным, чем во время выхода последующих моделей. У данной машины было 80 килобайт АЗУ, управление которыми происходило путем переключения банков памяти, ну а внешне она немного напоминала оригинальный Spectrum Plus и имела весьма симпатичный и привлекательный внешний вид. Совместимость с оригиналом же у Гаммы была довольно-таки высокая, что в свою очередь способствовало развитию рынка пиратского ZX-ПО на территории Чехословакии. Так вот, как я уже сказал, у компании Didactic имелось 3 модели спекоклонов, но и Didactic Gamma в свою очередь тоже выпускалась в 3 ревизиях, которые имели небольшие отличия в ПЗУ и платах. Следующий спекоклон от Didactic имел название Didactic M, и, наверное, можно сказать, что он был ближе к оригиналу, чем Gamma, ибо в нем не имелось переключаемых банков памяти, как это было в случае с Гаммой. Ну и дизайн устройства тоже сильно изменился, и, как по мне, Didactic M выглядит просто очпуительно. Этот комп выпускался в 2 ревизиях, которые в основном отличались реализацией дополнительных кнопок. Также еще нужно упомянуть такой немаловажный момент, что в модели M, в отличие
отличие от гаммы, уже устанавливалась не оригинальная микросхема ULA от Ferrati, а использовался ее российский аналог от компании Angstrom, что привело к изменению пропорций экрана, который из прямоугольного стал квадратным. Ну а вообще, как можно догадаться из вышесказанного, изначально на компы Didactic устанавливались оригинальные улажки, которые официально закупались как бы для ремонта оригинальных спектрумов. И так как при данном положении дел с улажками имели место быть определенные, скажем так, напряги, то производитель и переключился на российские аналоги. Ну и плавно перейдем к Didactic Compact, главное отличие которого от предыдущих моделей состояло в том, что он имел на борту встроенный дисковод. Такой себе Spectrum Plus 3 по-чехословацки. Правда, в отличие от Plus 3, в компакте использовались стандартного размера 3,5-дюймовые дискеты емкостью по 720 килобайт. Работало все это дело, как можно понять по объему диска, не из-под TR или не из-под Plus 3 DOS, но из-под собственной операционки от Didactic, которая называлась M-DOS. И в отличие от ситуации, которая была с играми в пост-СССР, где была куча игрей, которые не имели кассетных версий и работали только из-под TR-DOS, M-DOS своих игровых эксклюзивов не имел, и все, что было на дискетках, работающих из-под M-DOS, можно было найти и на кассетах. Ну, разве что кроме небольшого количества узкоспециализированного софта. Вот что, если говорить вкратце, и представляли из себя спекоклоны Didactic Skalitz. Как несложно догадаться, кроме самих спектрумов, Didactic также выпускали для своих клонов и всю необходимую периферию, начиная от джойстиков и заканчивая расширениями с AY-чипом. Судя по всему, ничего особенного или же революционного в этих устройствах не было, и спека-периферия от Didactic это были просто аналоги западных устройств. Но вернемся непосредственно к спекам. Не буду вдаваться в технические подробности и зачитывать цифры из PediWiki, так как нам важна скорее историческая ретроспектива и роль этих машин в глобальной истории спектрума. А переоценить эту роль весьма и весьма сложно, так как, несмотря на то, что оригинальные спектрумы в Чехословакии таки можно было купить, тем не менее с этим все было совсем непросто. Дело в том, что оригинальные спеки завозились только в магазины Tuzex, где продавались различные товары из западных стран. Короче, что-то типа советской березки. Так вот, оригинальные спектрумы можно было купить только там, и сделать это было весьма и весьма непросто, так как количество их в этих магазах было крайне ограниченным, и спрос на ZX-машины в Чехословакии явно превышал предложение. Но оригинальные машины под брендом Sinclair были не единственными оригинальными спектрумами на просторах Чехословакии. Звучит бредово, да. Сейчас поясню. Как вы, наверное, знаете, Сэр Клайв продал бренд Sinclair Амстраду в 1986 году, но не все знают, что согласно условиям сделки, какая-то часть спектрумов осталась на складах у сэра Клайва, но продавать их под их естественным названием он уже не имел права. В общем, что было сделано? Спеки со складов дядюшки Клайва претерпели легкий косметический ребрендинг, получили название Дельта и были поставлены в соцлагерь через Югославию, у которой было более мягкое законодательство в плане поставок с Запада. То есть, что мы имеем? Замаскированные спектрумы через одну несуществующую ныне страну поставлялись в другую, также несуществующую ныне страну. Забавно, правда? И последний вопрос. На какие государства распалась Чехословакия? Когда-то на Чечню распадалась. Так, а еще? Россия, И еще третье? Египет. Правильно, спасибо. Но тут имеется небольшой такой нюансик. Я совершенно не ручаюсь за достоверность вышеизложенной прохладной истории. Это просто моя версия, которую я вычитал на одном чешском сайте, а как оно там было на самом деле, того никто не знает. Но в любом случае какая-то подобная история таки имела место быть, потому что спектрумы с названием Дельта по сути были не клонами в привычном понимании этого слова.
Это были самые что ни на есть именно оригинальные спектрумы, только под другой вывеской. И даже более того, если взглянуть на нижнюю часть компьютера, то там можно найти шильдик, который просто не оставляет никакого пространства для сомнений. Вот так вот. Короче, эти дельты поставлялись в вышеупомянутый магазин «Березка», простите, «Тузекс», но опять же, насколько я понял, их было не шибко много и особой погоды они не строили. В общем, несмотря на то, что компы от Didactic стоили не сильно дешевле оригиналов, а в некоторых случаях даже дороже, тем не менее они занимали лидирующее место на чехословацком ZX рынке. Хотя по-другому, наверное, и быть не могло, ведь конкуренции у них по большому счету не было никакой. Да и в принципе эти самые компы были очень даже неплохи. Во всяком случае, согласитесь, внешне они производят крайне приятное впечатление. Как я уже и говорил в начале видео, Didactic выпускали не только ZX совместимые компьютеры, но также и другие 8-битные машины, несовместимые со спектрумом, но это не наша история, так что мы просто отметим данный факт как таковой и пойдем дальше. И чтобы поставить финальный аккорд в теме чехословацких спектрумов, наверное, еще упомянем такую штуку, как Миструм. Это такой спекоконструктор, предназначенный для самостоятельной сборки и схема которого была опубликована в одном чешском журнале «Радиолюбительство» в 1989 году. Помимо латинского алфавита, ПЗУ Миструма содержала диакритические знаки чешского языка, и рассказать мне о нем больше, пожалуй, и нечего, так как это крайне редкая штука, и далеко не все, даже самые упоротые чешские спекофаны хоть что-то о нем слышали. Короче, Миструм погода не строил совершенно, и его влияние на чехословацкую спектрум-сцену стремится к нулю. Но хватит, наверное, о железяках. Давайте перейдем к софту и к компаниям, которые этот софт выпускали. Хотя знаете, вот если говорить о чешском железе, то в данной связи самая популярная штука — это безусловно мотоцикл Ява, и никакие спектрумы с ним и рядом не валялись по значимости. Как говорится, купил Яву, копай яму. Но что-то меня не туда куда-то понесло. Вернемся, пожалуй, к спектрумам. Итак, начнем с конторы под названием Proxima Software, руководил которой некий Петр Подажил. Так вот, Proxima Software — это довольно-таки значимая история, так как данная компания выпустила и зарелизила много всякой всячины, и кое-что из этого мы с вами сейчас и рассмотрим. Начнем с игры 90-го года выпуска под названием Акнадач, которая представляет из себя довольно-таки типичную пазл-игру с необходимостью запоминать расположение предметов. Отметить тут можно весьма неплохое биперное звуковое оформление, приятную графику и дружественный интерфейс. Идем дальше. Но дальше идти оказалось непросто, банально по причине языкового барьера. Следующей игрой, которая обратила на себя мое внимание, была Архео. Любопытная текстово-графическая адвенчура, но опять же, так как я не готов тратить океаны времени на то, чтобы переводить каждое мать его слово, то ничего другого, кроме как просто отметить, что такая игра есть, мне больше не остается. А вот в игру Adventurer я бы зарубился и, наверное, и зарублюсь. Во всяком случае, попробую. Это такая типа 3D RPG адвенчура, разработанная командой под названием TNT Software, которая больше ничем другим не отметилась. Короче, парни, видимо, решили следовать уругвайским ZX канонам. Ну ладно, для спека ситуация довольно-таки типичная. Хорошо здесь то, что имеется английский язык, ну а выбор управления и другие опции вообще прям таки радуют своей оригинальностью. Хотя, наверное, в выборе управления все же было бы более логичным во главу угла поставить именно очевидность и простоту. Но, тем не менее, прикольно, да. Во всяком случае, нестандартненько. Ну а о самой игре можно сказать, да что тут говорить, вы и сами все прекрасно видите. РПГшка, где нужно шариться по лабиринтам, собирать предметы, одевать, вооружать персонажа и всякое такое. В общем, я думаю, в рамках спектрума игруля любопытная. Вообще чехословацкая сцена довольно-таки плодовита, но значительную, если не подавляющую часть ее продукции составляют всякие адвенчуры, РПГ, игрушки экономического характера и всякие такие игры, которые требуют читать много букв, а так как в большинстве случаев игры эти на чешском или словацком языках,
то, как вы понимаете, это сразу быстро и качественно отсекает игроков, которые не владеют языком оригинала. Меня в том числе. Поэтому львиную долю чехословацких игр мы будем опускать, а поговорим лишь о том, что более-менее понятно. Хотя, вот даже визуально понятные и привлекательные игрушки, как, например, Inferno, тоже иногда требуют что-то писать на чешском. Хз вообще, что тут писать. Конечно, было бы мне 14 лет, я бы заморочился, все перевел, понял бы, что тут писать и наслаждался бы игрой, но сейчас нет уж. Пардонирую, у меня просто нет таких временных ресурсов. А жаль, игра выглядит как минимум интересно. В общем, полностью, конечно, поддерживаю выпуск игр на своем родном языке, но все же, как по мне, интернациональный английский должен присутствовать в игре по умолчанию. Иначе его отсутствие просто отсекает основную массу потенциальных пользователей Гамесы. Как-то так. Поэтому Inferno, как, пожалуй, и 70% остальных игр я пропускаю и ищу то, где не нужно владеть чешским или словацким языками. Игра Jetman City как бы явно намекает названием на бессмертную спектрумовскую классику, имеет классический геймплей, понятна и проста, но вот о чем тут разговаривать? Несите следующего. Хотя знаете, чем больше я погружался в тему, тем больше понимал, что мой изначальный план кратко обозреть все игровые продукты от Proxima Software терпит просто сокрушительное фиаско, так как игрей много, но опять же, это все головоломки, текстовые квесты, экономические стратегии и всякое такое. И все это, конечно же, на чешском. Каких-то платформеров или интуитивно понятных бродилок критически мало. Короче, перехожу к плану Б. Скажу лишь, что была такая Proxima, которая выпустила много интересных, наверное, игр на Spectrum, и на этом все. Хотя нет, конечно же не все. Кроме игр, Proxima зарелизила нифиговое такое количество всяких полезных программ, утилит, текстовых редакторов и всякого такого. Тоже, естественно, на чешском. В общем, респект, конечно, и уважуха, но чтобы копнуть глубже, нужно таки знать язык. Ну и чуть не забыл, что кроме всего прочего, Proxima Software выпускали даже свой бумажный журнал, который назывался Proxima Magazine. Выходил он в середине 90-х и совмещал в себе как Spectrum, так и соответствующую времени компьютерную тематику. Естественно, выпускать в 95-м или в 96-м году журнал чисто по спеку было бы просто безумием, но тем не менее ZX-тематика в журнале присутствовала неизменно. И раз уж разговор привел нас к бумажной продукции, то нельзя не вспомнить и журнал FIFO, который выпускался с 90 по 93 годы словаком Йозефом Пауча. Всего было выпущено аж 26 номеров данного печатного издания, против 4 у журнала Proxima, кстати. Так вот, на страницах этих 26 номеров Spectrum, как и в случае с Proxima, также уживался с более продвинутыми платформами, и хотя изначально FIFO позиционировался как именно Sinclair журнал, тем не менее жизнь внесла свои коррективы, и на страницах FIFO появились ПК и прочие Амиги. Ну и еще в копилку печатных изданий Чехословакии, которые касались Spectrum тематики, следует добавить Microbase, журнал с лаконичным названием Bit, издание ее Spectrum, не путать с Sinclair, которое выпускалось на минуточку аж в конце 90-х и, значит, было рассчитано уже не на широкую публику, а на конкретно завеянных спектрумистов. Ну и еще к таким поздним в кавычках изданиям, наверное, можно отнести и ZX Magazine, который выходил аж до 2005 года. Хотя тут ситуация все же несколько иная, чем в случае с ее Spectrum, так как в отличие от Онова, ZX Magazine постоянно выпускался еще с 89 года, хотя и под несколько иным названием. Его предшественник назывался просто Spectrum, причем именно через букву K, а не через C. Ну и еще в данной связи нужно, наверное, упомянуть и Чехословацкую ассоциацию Свазарм, где разные группы людей иногда печатали техническую ZX литературу. Особенно плодовитой в этом плане была группа Свазарм 602, но и, как ни удивительно, 666 тоже иногда выдавала ZX книги. Кстати, и вышеупомянутая контора под названием Proxima Software также издавала иногда всякую техническую спека-литературы и мануалы. Так, ну и добьем наш список, чтобы закрыть уже вопрос литературы. Неупомянутым у нас остался новодельный словацкий журнал Spectrum Today и издание для серьезных юзеров «Аматерский программатор».
Ладно, что-то я подустал от всего этого. Давайте вернемся к играм. Тем более, что вот как раз недавно я проходил одну просто отличную чешскую игрушку от Cybex Lab Software, которая называется Jet Story, и я совершенно точно могу сказать, что это одна из лучших спектрумовских игр, в которые я играл в последнее время. Здесь мы управляем космическим шаттлом, который в подземельях чужой планеты сражается против цельной враждебной цивилизации. Нифига себе. Цель наша — уничтожить 47 вражеских баз, которые нужно найти на 128 игровых экранах. И это все, на удивление, очень даже играбельно, так что рекомендую. Очень неплохая игра. Ну а в принципе же, говоря о разработчике Jet Story, команде Cybex Lab, можно добавить, что в их репертуаре имеется несколько текстовых квестов на чешском языке, естественно, несколько полезных и образовательных утилит, несколько космических шутэмапов и ничем не примечательных платформеров. Короче, Jet Story — это лучшая игра от данных разрабов. На мой субъективный взгляд, разумеется. Кстати, в разработке Jet Story поучаствовала и известная чешская команда Fucksoft, а если говорить конкретнее, то здесь они забацали музыку и титульный экран. Ну а вообще же, если говорить о творчестве самих Fucksoft, то можно сказать, что в принципе ситуация здесь аналогична с предыдущими командами, то бишь много чешских текстовых квестов, всяких утилит, и также присутствует несколько ничем не примечательных аркадок. К слову, вот вспомнил, что не так давно я играл в Tetris 2, которую тоже произвели на свет ребята из Fucksoft. Сказать тут ничего не могу, Tetris как Tetris. Да и вообще я не особый любитель Тетриса, хотя и не хейтер. Мне просто на Tetris абсолютно пофиг. Короче, ввиду языкового барьера, нифигового количества игр на локальном рынке и явной страсти чехословаков ко всяким замороченным типам геймплея, я понял, что одному мне эти авгиевы конюшни не разгрести никак, и при таком раскладе я просто обязательно упущу из вида какие-то жемчужины чехословацкого геймдева. Так что рассматривать методично всяких девелоперов и издателей смысла нет никакого. В общем, я просто начал задалбывать знакомых чехов и словаков с просьбой назвать мне их любимые отечественные игры. Все опрошенные непременно называли вышеупомянутую Jet Story. Просто отмечу этот момент. Следующей обратила на меня свое внимание словацкая игра Taudy, разработанная командой Ultrasoft в 1994 году. Taudy — это такой дизиподобный квест с хорошей музыкой и просто отличной графикой, который повествует о приключениях хрен его знает кого. Какого-то троллеподобного существа, короче. Выглядит очень даже здорово, поэтому я по-любому поиграю в это как-то на стриме. Кстати, в 2013, если не ошибаюсь, году авторы загорелись идеей выпустить HD ремейк Taudy и запустили под это дело сбор денег на Кикстартере. Но необходимая сумма в 50 тысяч американских долларов собрана не была, поэтому затея благополучно провалилась. Игра «Команда 2» с одной буквой «М» и буквой «К» вместо «Си» в названии — это неофициальное продолжение известного спектрумовского хита, изданное в 1992 году командой Ultrasoft. И что тут можно сказать? В принципе, смысл такой же, как и в первой части. Идешь и всех валишь налево и направо. Только вот эта словацкая игруха и выглядит, и играется намного приятнее оригинала. К слову говоря, подписывайтесь на мой стрим-канал, если вдруг еще не подписаны. Я там стримлю игры с железа и иногда выпускаю ролики на всякие отвлеченные тематики. Ссылка будет в описании. Следующая гамеса, на которую мы обратим наш благосклонный взор, тоже выпущена командой Ultrasoft. И, как по мне, данная словацкая команда — это самый жир чехословацкого ZX геймдева. Так вот, игра называется Phantom F4 и состоит из двух частей, обе из которых были выпущены в 1992 году. И, на мой взгляд, это один из лучших ран-энд-ганов на спектруме в принципе. Итак, что здесь обращает на себя внимание? Наверное, в первую очередь то, что при выстреле не видно пуль. В данном вопросе эта игра, конечно же, не одинока, но тем не менее. Игрушек, в которых стрельба реализована подобным образом, явное меньшинство. И, знаете, в принципе, мне такой подход, наверное, нравится. Это и к реализму как бы приближено, потому что в жизни при выстрелах пули видно не особо. Да и в принципе, в случае со спектрумом, я думаю, неотображаемые пули имеют особый смысл, так как можно предположить, что это нифигово так экономит процессорное время. Главное здесь,
чтобы руки у разрабов росли из нужного места и все было реализовано как положено. А здесь же как раз все вполне норм. И выстрелы ощущаются великолепно, и даже ощущается отдача от стрельбы. Вообще нужно отметить, что анимация в игре очень даже нифиговая. Да и вообще графика, как для 92 года, просто отличнейшая, а загрузочные арты так и вовсе выше всяких похвал. Кстати, вот заставка ко второй части очень сильно напоминает известную фотку Ван Дамма. Как вы думаете, совпадение или нет? Игрушка шевелится довольно быстро, ничего не тормозит, ну а что же касается геймплея, то здесь все не прям, наверное, радужно, хотя и неплохо. Каждая часть игры проходится примерно минут за 7-8, если вы вообще, конечно, сможете ее одолеть, так как респавн врагов происходит постоянно и вызывает определенное подгорание. Хронометраж игры в совокупности с ее разбитием на две части вызывает у меня некие ассоциации с золотой эрой испанского геймдева, если вы понимаете, о чем я. Ну а если не понимаете, то бегом смотреть видео, которое называется «Испанский стыд». Ссылка будет в описании. Ну ладно, короче, игра Phantom F4. это крутая игра, и однозначно нужно будет посвятить ей побольше времени. Трилогия о приключениях мексиканца по имени Педро – это довольно красивая и красочная серия квестов от той же мега крутой команды Ультрасофт, состоящая из таких игр, как Педро на пиратском острове, Педро в замке с привидениями и Педро в стране пирамид. Сам я еще в это все не играл и не могу сказать, насколько оно играбельно, какая часть лучше, какая хуже и так далее. Но выглядит весьма достойно, и думаю, что любителям Диззиков. и им подобных игры про Педро нужно заценить однозначно. Да, Педро это, конечно, звучит не очень, но спасибо разработчикам, что хоть не Хулио. Стратежка под названием Sherwood, наверное, игра интересная и затягивающая, в которую тоже стоит поиграть, но мое внимание она привлекла своим загрузочным артом. Вот, посмотрите. Ничего не напоминает? Ладно. Короче, это та же самая картинка, что и в игре Loxley от аргентинских разработчиков, которая вышла в 2022 году. И причем у чехов этот арт, как по мне, раскрашен несколько поинтересней. Короче, небольшой камешек в огород аргентинцев, которые, видимо, слабо знакомы с чехословацкой ZX-сценой, сказал чувак, который сам видит эти игры впервые. И завершим мы наше обзиралово игр от Ультрасофт мистической гамесой с просто шикарной графикой и шикарной анимацией, которая называется «Проклятие ночи». Обратите внимание, в игре реализованы зеркала, вернее отражения в зеркалах. Еще раз. В спектрумовской игре 93-го года имеются отражения в гребаных зеркалах. И даже если в этом и нет ничего сверхсложного и сверхпродвинутого с точки зрения кодинга, то все равно, тем не менее, я вот не могу вспомнить ни одной игры на спектруме с такой вот фишкой. Офигенно. Ну а в плане же игрового процесса, то это такой аркадный квест или аркадная адвенчура, как говорят нам уважаемые ресурсы. Короче, нужно собирать и переносить предметы, уворачиваясь при этом от противников. Происходит все это дело в мистическом сеттинге, но сказать, что «Проклятие ночи» это ZX-хоррор наподобие того же Носи, например, наверное, нельзя. И нельзя как минимум из-за музыки, которая весьма неплоха и хорошо сочетается с мистическим вайбом игрушки, но атмосферы хоррора она не создает явно. Знаете, наверное, на этом моменте я и завершу обзор чехословацких игр, так сказать, на полуслове. Потому что ZX-библиотека этих двух стран реально впечатляет своими объемами. И если, например, в случае с видео о спектруме в Уругвае мне нужно было рассказать лишь о нескольких играх буквально, и на этом все, вопрос был полностью исчерпан, то чехословацкий ZX Игропром произвел на свет более 500 игр, и причем большинство из них, как я уже и говорил, выходили только на чешском или словацком языках, и при этом они являются, во всяком случае большинство из них, являются играми типа текстовых квестов или чего-то такого. Короче, они нуждаются в понимании написанного на экране. В общем, мы ограничимся лишь самыми сливками, о которых я и рассказал выше. Ну, а вообще я должен тут сказать, что изучение чехословацкого ZX геймдева меня довольно-таки сильно удивило, так как до этого я даже не представлял, насколько же глубока кроличья нора.
Я вот реально не понимаю, как от меня на протяжении длительного периода времени мог ускользать целый пласт спектрумовских игр, но догадываюсь, почему они были слабо распространены на постсоветской территории. Не скажу, что они были прям вообще неизвестны, нет, кое-какие чешские и словацкие игры у нас таки встречались, хотя, насколько я понимаю, не особо часто. Вот честно, о большинстве вышеперечисленных игр я даже никогда и не слышал, хотя, как минимум, выглядят они очень достойно. И ладно бы я, но ведь дело даже не во мне. За те несколько лет, на протяжении которых я постоянно стримлю Spectrum, мне никто и ни разу не зареквестил ничего из вышеперечисленного, за исключением Jet Story, наверное. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что у людей отсутствует ностальгия по данным игрушкам, то бишь в то время они мало кому попадались. Основной фактор, формирующий данный статус-кво, это, насколько я понимаю, время выхода этих игр, так как самый жир чехословацких игр это примерно годы с 92 по 94 включительно. А ведь сама игра должна была быть не просто зарелизена в 94-м, она должна была получить какое-то распространение, добраться до территории пост-СССР, попасть в руки пиратской спека-студии, быть растиражированной и получить какое-то распространение в странах экс-ЮССР. Все это требовало времени, а на дворе уже была середина 90-х. Spectrum становился все менее актуальным, так что я думаю, что самые лучшие чехословацкие игры до нас просто банально не успели добраться. Вот и все. Это, конечно, лишь мои умозаключения, которые могут быть ошибочными, но, честно говоря, не думаю, что я здесь прям сильно как-то ошибаюсь. Короче, я открыл для себя много клевых игр на Spectrum, о существовании которых я раньше даже не подозревал. Так что ждите цикла стримов по чехословацким играм. В общем, еще раз упомяну о своем стрим-канале и напомню, что ссылка на него имеется в описании данного видео. Но давайте поговорим о том, что же происходит на просторах чешской и словацкой Spectrum сцен сейчас. Начну, пожалуй, с того, чем лично я пользуюсь и что лично я нахожу максимально полезным, удобным и не имеющим аналогов. Я говорю об очень известном и крутом спектрумовском ресурсе Speki.cz, на котором есть много самой разной Spectrum-related информации, но главное для меня тут это, конечно же, карты. Speki.cz это просто сокровищница карт спектрумовских игр, а если вы знакомы со спековскими играми не понаслышке, то вы понимаете, насколько это круто и насколько это важно. Здесь чешские и, возможно, не только, скажем так, картоделы и любители спектрумовских игр выкладывают максимально полные и детальные карты ZX игр с пояснениями, и карты эти, как правило, настолько крутые и удобные, что официальные подделки, даже если таковые и имеются в природе, просто нервно курят в сравнении с картами с этого чешского ресурса. Да, в них иногда бывают ошибки, так как ничего не идеально в нашем мире, но случается такое крайне нечасто. Так вот, библиотека карт здесь просто огромна и, наверное, включает в себя подавляющее большинство спектрумовских игр. Главным двигателем всей этой истории, безусловно, можно считать чешского спектрумиста, картодела и коллекционера Павера или же Павла Пливу. И если ты открываешь карту какой-либо игры на данном сайте, то с вероятностью, наверное, не менее 90% ты наткнешься на карту от Павла. Кстати, Павера активно помогал мне и в создании данного видео, за что я, конечно же, говорю ему отдельное спасибо и передаю приветы. Ну а что же касается современного чешского ZX железа, то в этом отношении я зайду, пожалуй, с козырей. Есть такая штука, о которой вы, возможно, слышали, а возможно и нет, даже если вы и плотно увлекаетесь спектрумом. Я говорю об устройстве, которое называется MBO3 Plus Ultimate. Сорян, да, я знаю, что большинство почему-то привыкли произносить это слово как Ultimate или Ultimate, но с вашего позволения я все-таки буду говорить правильно, Ultimate. И, наверное, я не буду рассказывать здесь о возможностях этого устройства, потому что этот девайс может все. Вот тупо все, что придумало ZX-сообщество за, грубо говоря, 40 лет своего существования. MBO3 Plus Ultimate подключается к классическому
оптическому спектруму через разъем ZX Bus и просто превращает ваш спек в какую-то, мать ее, долбаную ракету. При использовании данного девайса вам будут доступны все звуковые навороты, начиная от турбосаунда и ковакса и заканчивая пресловутым General Sound'ом. Ну а в плане же видео все обстоит примерно на таком же уровне. Все палитры, гигаскрины, улаплюсы и так далее, MB03 Plus Ultimate все это умеет без вопросов. Ну а о таких вещах, как подключение спектрума по HDMI со звуком или о Wi-Fi я вообще молчу. Короче, штука просто мега крутая, мега функциональная, и это реально ультимативное решение, которое заменяет более 25 аддонов. MB03 Plus построен на плисе, что впрочем очевидно, однако данное устройство не может работать как отдельный FPGA комбайн и функционирует только в связке с вашим спектрумом. Вообще обсуждаемый девайс нельзя назвать вот прям новоделом на ровном месте, и он имеет довольно уже длительную историю, которая началась еще в 90-м году, когда словацкий спектрумист с ником MDV разработал свой клон спектрума под названием AP01. Насколько я понимаю, данный комп так никогда и не пошел в массы и скорее всего таки остался просто разработкой. Может быть, был какой-то единичный прототип или что-то в таком духе, я не знаю. Хз, короче. Информации по этому поводу, как и по самому компьютеру, нет совершенно, ну и не суть. Гораздо для нас более важно то, что другой словацкий спекофан с ником Busy создал свой дисковый интерфейс для спектрума, ноги у которого росли как раз из вышеупомянутого клона AP01. Поэтому данный аддон получил название, состоящее из первых букв ников уважаемых спектрумистов MDV и Busy, то есть MB. В 96 году же интерфейс MB был усовершенствован и назван MB02, а несколько позже двое моравских спектрумистов, объединенные в команду 8BC Group, сделали улучшенную модель, которая называлась MB02 Plus, которая могла оперировать 4 дисководами, имела на борту часы реального времени, 512 килобайт памяти и всякое такое. MB02 Plus продался количеством около 90 штук, в основном в европейские страны. И как бы да, количество смешное, но не нужно забывать, что это был 96-й год, и в Европе спектрум был уже практически никому и нафиг не нужен. Не то что сейчас, когда ностальгия мощно ударила в мозг престарелых элементов. Так вот, MB03 Plus Ultimate — это детище чеха Яна Кучеры, которая продолжила философию устройств с названием MB, но подняла функционал данного девайса просто на какой-то запредельный уровень. Тем не менее, штука эта довольно-таки редкая, и причина, как несложно догадаться, в цене, которая на данный момент составляет, приготовьтесь, барабанная дробь, 449 евро плюс 28 евро доставка. Короче, 477 долбаных евро, и, что немаловажно, нужно еще найти 9 таких же долбанутых, как вы, которые тоже захотят купить эту штуку, потому что производится она партиями по 10 единиц минимум. Ну или можно купить 10 штук самому или удачно пристроиться к какой-то компании. Очень душевно, согласитесь. Ну а что вы хотели? Ретрокомпы и ретрогейминг в целом — это в принципе удовольствие для богатых и успешных людей, а всякие нищеброды пускай радуются PS5 и, прости господи, 4090. Данный интерфейс, кстати, это не единственное современное ZX устройство на рынке от Яна Кучеры. Он также разработал и свой собственный, весьма навороченный клон спектрума на плисине, который называется Element ZX. Впрочем, сейчас таких машинок существует довольно-таки много. А что же касается современных ZX компов не на плисе, то у чехов имеется такая машинка, как ZX Nucleon 512 KB. Это современный такой клон Пентагона без бета-диск интерфейса, который, впрочем, при необходимости можно подключить через ZX Bus. Современные бета-диск интерфейсы чехи, кстати, тоже производят и продают их на eBay. Вот так симпатично это все выглядит. Но, возвращаясь к Нуклеону, скажу еще, что его плату можно без проблем запихнуть в корпус оригинальной резинки, так как размеры ее совпадают с размерами платы оригинального 48К, и даже расположение всех входов-выходов тоже полностью совпадает. Это то, что касается современного ZX железа на территории Чехии и Словакии. Ну а если говорить о новодельных спека-играх, разрабатываемых в этих странах, то кое-что есть, хоть и не особо много.
Кое-что разрабатывается и кое-что релизится, но чего-то выдающегося или обращающего на себя внимание я вроде бы не заметил. Чешских или словацких игр, выпущенных за последние лет 10-15, в принципе немного, но и то, что есть, оно довольно простенькое и вроде бы ничего примечательного не имеется. А вот с демо-сценой дела обстоят, наверное, несколько веселее, и не в последнюю очередь благодаря ежегодному словацкому демо-пати под названием Forever, которое, конечно же, не является вот прям исключительно ZX демо-пати, на нем, как правило, представлены и многие другие платформы, но Spectrum это, конечно же, гвоздь программы, ну или, по крайней мере, обязательный ее элемент. К слову, одна из самых ярких и самых запоминающихся демок последних лет, по крайней мере, по моим ощущениям, которая называется Void, тоже имеет чешское происхождение. Так что да, чешская, словацкая или в прошлом чехословацкая Spectrum сцены — это довольно серьезный пласт ZX-культуры, который оставил глубокий след в абсолютно всех сферах спектрумовской жизни. И знаете, наверное, мы прошлись по всему этому довольно поверхностно и довольно-таки бегло, это да, но задачей моей здесь было подать вам информацию максимально концентрированно, максимально интересно и максимально в рамках одного видео передать вам общий спектрумовский вайб данного региона, а копнуть же поглубже и вникнуть в какую-то из затронутых тем вы сможете уже и сами, если, конечно, будет иметься таковое желание. А вот чтобы это желание у кого-то появилось, это я и постарался сделать в сегодняшнем видео. Так что переходите по ссылкам в описании и погружайтесь в мир чехословацкого спектрумирования более глубоко. Ну и, конечно же, поддерживайте канал Sinclair на Патреоне, так как видео на нем выходят только благодаря вам. Все ссылки в описании. Удачи всем, друзья мои, до новых встреч! Ну и, конечно же, не могу не поблагодарить людей, которые позволяют мне снимать такие видео и тратить на них просто тучу времени. Особое и отдельное спасибо всем моим донатерам на стримах, я вас всех помню, всех люблю и всех обнимаю. Ну и, конечно же, благодарочка моим патронам на Патреоне, на Бусте и на Ютубе. Выражаю особую благодарность Андрею Угольнику, Unknown Filmmaker, каналу Drunkfly, ссылка в описании, каналу Satvinstav, ссылка в описании также, Герману Шутенко, Снауту 81, ТМ, Варьяту, АДФу, Александру Бережному, Александру Ляшуку, Арту, Crazy Animal, Сайберу, Юджину Труневу, Сергею, Василию Селиванову, Василию Харужику, Маше и Сереге, басисту Акселю, ну и всем тем замечательным людям, чьи имена и ники вы сейчас видите на своих экранах. Спасибо вам огромное, друзья. Покедова!